Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Добрый день. Здравствуйте. Так, автозаводская. Да. У вас наличные, да? Да, наличный расчет. Наличные 1023 рубля. Можете вперед заплатить? У меня просто принцип, когда далеко едем, чтобы там проблем не было с наликом потом в конце. Вы что думаете, что Нет, ездят люди, которые без денег, или да у меня нет денег? Ты меня не пугай. Я еще и могу и сегодня саблею-то помахать. Мне часто задают этот вопрос. Вы, как бы с пониманием отнеситесь, потому что бывают инциденты, и бывает, что достаточно приличные люди в конце начинают исполнять вот этот вот, знаете, плач Ярославны и все остальное. Просто, хотя бы покажите мне деньги, если есть, что. Хорошо. Я все понимаю, хотя бы покажите, что они есть. Вот чтобы, да, не было там что-то типа нет. Все, я вижу. Вот, пожалуйста, да. Все, спасибо. Пристегни? Да, пристегнулся. Да. Однако дороговато такси у нас стоит. Зажрались вот таксисты как-то. Забурел! Да, я забурел. Видите на мне этот костюм? Европа, класс А. Почему это мы, таксисты, зажрались? Вот такие деньги получаете. Вот я слышу, что у вас зарплата там 200-500 тысяч. 50 тысяч. Не, 500 тысяч-то нет, но 200 есть, и что? Так а почему мы-то зажрались? Я не очень понял логики. А вот я сейчас сюда приехал. Я ехал с Парнаса через весь город, с севера на юг, сюда приехал. За ту же сумму, что вот я сейчас вам плачу. А мы с вами ездили всего 3 квартала проехать, собственно говоря. побольше. И то же самое стоит, сколько через весь город я ехал. Как это понять-то? Точно зажрались. Так нет. Просто Не, вы, во-первых, успокойтесь. Во-первых, это мы не зажрались. У нас бывает в празднике. Сейчас вообще в целом такси на подъеме, да, потому что ценники поменялись. Но вы не забывайте, что и расходы увеличились. Автомобили стали стоить дороже, обслуживание, бензин и так далее. Тем более не мы эти цены выставляем. Есть программа, по которой мы работаем. Яндекс.Такси, все, точка. Да, зарплаты стали выше, я согласен, но и расходов стало больше. А как, что? Так и должно быть. А как же, еще индексация же должна быть тоже. Совесть надо иметь. Понимаете, у вас такие зарплаты. Я потомственный, в третьем поколении резчик по дереву, квалифицированный, дипломированный. Меня даже по обмену опытом посылали в Финляндию, передавать опыт. Понимаете? И я профессионал своего дела, получаю в 10 раз меньше, чем вы, собственно говоря. Взять все, да и поделить. Смотрите, претензия не по адресу, еще раз говорю, потому что, что мне нужно сделать? Расплакаться и сказать, да, я виноват, что у меня выросла зарплата, это смешно. А вам я могу сказать по этому поводу, замечательно, вы сейчас подвели, смотрите, вы и сами должны были догадаться, у вас права есть автомобильные? Да, есть у меня. Отлично, супер, идите в таксисты. И будете зарабатывать 200 тысяч в среднем сейчас, как многие зарабатывают. Я могу сказать, что я и больше сейчас зарабатываю. Праздники сейчас просто космические тарифы, это правда. И таксистов не хватает, между прочим, дефицит. Да вы что, чтоб у меня руки мои, руки понимаете, я Цезарик,
Я цезариком такие вещи творю из дерева, по дереву вырезаю, чтоб я вот пошел вот таксисты, это просто, я ниже плинтуса опущусь, я даже если, как говорится, у меня на доширак не будет хватать, я все равно в таксисты не пойду. Так а чего вы возмущаетесь тогда, что вам денег не хватает? Вы уж определитесь, что для вас важно, статус суперстолера там или кого, резчика по дереву, либо деньги. Что вы определитесь? Помните, фильм замечательный был «Афоня»? Помните фильм «Афоня»? Да, Его конечно. спросили, а чего вы, Афанасьев, мастером не хотите стать? Не делают или что? Он говорит, а зачем мне это надо? У мастера типа одна зарплата, а у меня сдельная, бабок типа дохера. И он не парился, ему не нужен был статус, ему нужны были деньги. И я его в этом моменте понимаю. И все разговоры по поводу того, что там такси это дно, чтобы я пошел в таксисты. Хорошо, что вам нужно тогда, статус или деньги? Вы определитесь. А говорить о том, что вы зажрались и у вас типа зарплаты конские, это, извините меня, такое, знаете, все. Такое все, с душком, как бы я сказал. Поэтому вы определитесь, что вам важно. Вы можете быть бедным, но гордым, либо спрятать свою гордость, взять тачку, если у вас нет в аренду, и пойти работать, вот и все. А говорить мне по поводу того, что я там зажрался, извините, я свой путь тоже проходил не с норковых пеленок. Понимаете, он у меня тоже длинный был. А если вы застряли в своем, так скажем, в своей профессии и не можете выйти за те рамки, в которых вы находитесь по зарплате, по деньгам, то в этом-то точно моей вины нет, это 100%. Даже 1000000%, я бы сказал. Поэтому зря вы здесь, так скажем, возмущаетесь. Не ездите на такси тогда, что я могу поделать? Ездите на общественном транспорте. Что еще? Что от меня? Что я еще могу сделать? У меня сейчас необходимость просто поехать на такси. Естественно, я каждый день в уличную не езжу на такси. Так. Сейчас у меня такая необходимость сложилась, что мне надо на такси поехать. Я понял. И зря вы возмущаетесь в мою сторону и говорите таксисты, такси. А что таксисты? Мы что, сидим, что ли, ценники придумываем? Не, нам, я могу так сказать, нам замечательно, что сейчас выросли тарифы. Я уже сказал это, потому что расходы тоже выросли. И вообще жизнь подорожала. Если у вас зарплата не растет, принимайте решение, соответственно. Если не хотите принимать решение, то не возмущайтесь. Вот это моя позиция. Вы сейчас абсолютно не правы. Поэтому, вот так. Либо подрабатывайте такси, не обязательно идти в таксисты прям с головой. Подрабатывайте, что я могу сказать. У меня профессия в руках, у меня, понимаете, это... Ладно, это все равно, что... Я понял, нет проблем. Сравнить, не знаю, Эрмитаж и кооперативный туалет, понимаете? Спасибо большое. В хорошем смысле этого слова. Я не хотел вас обидеть, но... Не хотели, но получилось. Да. Ладно. Зато у вас зарплата в 10 раз меньше моей, поэтому ничего страшного, что я кооперативный туалет. Так, я в конце забора там остановлюсь, у светофора, нормально будет? У вас адрес показан, вот там. Может, вам ближе, дальше, нет? Да, вот перец лучше светофора, мне там ближе, пройти. Сейчас за такую сумму могли бы и во двор заехать, конечно. А вы точку ставьте просто, и тогда будет пересчитана сумма. Опять мы возвращаемся к тому, вы думаете, что это я сижу и придумываю, где мне ехать надо. Кровосос. Перестаньте. Так, у вас 1023 рубля наличные. Хорошо. Так, а у меня мелочи нету, Давайте я сдачу дам. А у меня нету, у меня еще только осталось. Ну, давайте я вам потом и переведу там на телефон или как-то. Потом? Или вызову по этому номеру. А как вы думаете, много шансов, что я появлюсь? Да. Не, а в чем такая принципа? Это шлейф от того, ладно, что вы такие деньги зарабатываете, понимаете? Что вам эти 23 рубля, за 23 рублей, Да, блин, друзья мои, вот такая вот история. История, которая очень показательна. Это для всех тех, кто сидит дома, открывает очередную бутылку водки и жалуется на жизнь. Ну чё, ящик, давай просвещай, оплачем.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здорово. Сегодня... При этом утверждаю, что некоторые представители некоторых профессий зарабатывают чересчур до хера. Друзья, я даже не знаю, что сказать. Вот беру все время деньги вперед, да? Ну, показал он косарь, думаю, ну, 23 рубля-то у человека, ну, явно есть. Да я даже, честно говоря, и не думал про эти 23 рубля. Ну, потому что, по-моему, по человеку все сразу понятно становится. Кто из нас кто. Хотя многие из тех, кто сейчас это смотрит, напишут: ты чё, блядь, раскудахтался, таксист? Рыжий говно рыжее, блядь. Ты чё, нахуй, зарабатываешь миллионы? 23 рубля мужичку пожалел, который потомственный кто-то там, блядь, потомственный наебал на 23 рубля. Да? Что ж, и так он, блядь, всю кровь из народа выпилить, миллиарды зарабатываете, триллионы зарабатываете и так далее. Друзья мои, это все только вершина айсберга, как я говорил. Расходы на тачку, блин, вот вы даже не буду говорить, сколько расходы на эту тачку, да, ТО сколько стоит поменять, не знаю, там треснувшее стекло от камешка, которое прилетело, там что-то еще сделать, ну до хера, колодки, шмалотки, блядь, вся эта история, колеса, вообще, это все стоит просто космических бабок. И такси и сфера еле-еле этот год протянула вообще, вот 23-й. И с конца там года и вот сейчас более-менее поменялись тарифы в какую-то там плюс-минус реальную стоимость. Я сам езжу на такси достаточно много. И да, люди сейчас как бы, не скрывая, говорят, стало полегче, действительно денег много. И это не то, что я сейчас всех призываю все бросить и побежать в такси. Нет, я просто говорю, что сейчас есть факты, вот данность. Таксистов не хватает. В праздники их еще больше не хватает, потому что половина из них отдыхает, скажем так. В праздники их не хватает. И тарифы выросли. У меня свой парк, я это знаю. И я сам работаю в такси. Я знаю, что тарифы выросли. И сам еще и езжу в такси. Понимаете, да? То есть я все это прекрасно понимаю. Сейчас еще холода стоят, да, на большей территории России. Ценник реально конский. Прям реально я понимаю, что он конский. Но с другой стороны, и что? Вам что, кто-то мешает взять арендную тачку, не знаю, тачку в кредит или у соседа и начать херачить? Никто не мешает. А вот это вот 23-рублевое зажималово характеризует таких как? Вот думаю, что вот так это будет выглядеть. Я поехал дальше буржуить и зарабатывать себе на Майбах! А лучше китайскую электричку возьму. Зикар. Хочу Зикар. Напишите. Хорошая мечта Зикар или нет? 001. Хочу себе вот такой. Не для такси. Для души моей. Слава тебе, Шарапов. Ладно. Поехал работать. Похож на хера из Монополии. Чувак. Может, это он и есть, судя по тому, что 23 рубля зажал. Видимо, сука, это он и был. Вот как он поднял свои миллионы. Да.